Это должен знать каждый мастер перманентного макияжа. Всего за 10 минут вы получите мой опыт длиной в 14 лет. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева. Сегодня я расскажу вам главные лайфхаки, которые сэкономят вам время, сделают вашу работу легче и вообще жизнь проще. Первый очень важный лайфхак для вас – это кушетка, которая регулируется по высоте. Не очевидно, и кажется, что можно и со стандартной работать, ведь стул регулируется по высоте. Но когда вы получите клиента весом 150 килограмм, и просто не сможете дотянуться до нее, даже на самом высоком у стула положении, вы поймете, что что-то в вашей жизни не хватает. Для того, чтобы экономить ресурс вашей спины, для того, чтобы удобно отрисовывать эскиз, потому что все разные высоты, садится клиент, вы его поднимаете до того уровня, когда вам удобно, потому что наверняка многие из вас видели, как мастер рисует вот так согнувшись, или вот так вот пытаясь там заглянуть к нему, не доставая, потому что клиент высокий. И вот эти все мелочи спасет кушетка с регулируемой высотой, потому что нажал на педальку, опустил или поднял клиента, потом он лег, ты опять отрегулировал уже сидя, как тебе удобно, при том, что ноги стоят четко в перпендикуляре 90 градусов, спина ровная и прямая, и только в этом положении начинаете работать, отрегулировав кушетку, потому что вы через пару лет обязательно огребете проблемы с поясницей и вот с этой болью, не проходящей между лопаток, поэтому позаботьтесь о своем здоровье на начальном этапе оформления своего кабинета. Второй лайфхак – это красная гелевая ручка Pilot J1. Они продаются в любом канцелярском магазине. Этот лайфхак теперь повторяют все за мной, я о нем постоянно рассказываю. А я сама взяла его из, знаете, одного из своих первых курсов. Ко мне приехала студентка, которая ручкой этой обводила. И она говорит: ой, она классная, она не стирается. Я сначала такая, думаю, какая фигня. А потом такая, как удобно для тех, кто постоянно теряет эскиз. То есть бывает такое, что вы долго рисовали эскиз. Наконец-то он понравился вашему клиенту и вам, и теперь его нужно зафиксировать, не потеряв. И вот этой ручкой, поставив по периметру точечки, я не говорю обводить, потому что иногда бывает такое, что ты обвел, а она потом в конце процедуры не стерлась полностью и не получится красивых фотографий. Поэтому точки по критериальным точкам брови или точки по периметру губ или в уголках глаз, куда вам нужно привести, например, стрелочки. И до примерно середины процедуры у вас эти точки держатся и не позволяют вам потерять эскиз. К этому лайфхаку есть свой лайфхак. Вы должны обязательно работать по чистой обезжиренной коже, потому что когда кожа жирная, сальная, на ней эта ручка просто не останется. И второе, не работайте по эскизу, то есть прям по периметру. И ни в коем случае не пляшите выше и ниже, прям линия должна быть четкой, потому что в какой-то момент вы эскиз сотрете и будете работать уже по голой коже, ориентируясь только на эти точки. И они вам знатно помогут, если правильно пользоваться этим лайфхаком. Еще один крутой лайфхак – это наше приложение по подбору пигментов. Вы можете сфотографировать вашего клиента, указать его тип кожи, навести курсор на волосы, и приложение предложит вам самые правильные цвета, которые вы можете использовать с этим клиентом. И в этом же приложении есть еще фишечка, вы можете проверить свою симметрию, причем вот это, наверное, единственно правильный способ проверки симметрии, потому что когда, например, подходят к клиенту и берут нитку и замеряют, да, или салфетку, многие так делают, или какую-то зубочистку, и вот, например, они замерили вот эту часть брови и пытаются перенести ее на другую сторону, а вот эта сторона у клиента очень округлая, а вот эта сторона открытая, и даже если это расстояние абсолютно одинаковым, оно будет смотреться странно и неправильно, а оценивать симметрию можно только глядя прямо на лицо клиента с расстояния где-то в 1-1,5 метра, то есть это социальная дистанция и полное отсутствие перспективного искажения и искажения, когда визуально случается из-за разности наших вот половинок лица, а мы все кривые, и если вы себя сфотографируете вот так вот сверху, вы увидите, что у вас вот эта надбровная дуга более выпуклая, это более пологая, ну или наоборот. И именно поэтому все мастера, которые строят при помощи ниток, они показывают своих клиентов в 3/4 сбоку, из-за угла, лежа под странным ракурсом. Они никогда не показывают их прямо, потому что их лица смотрятся странно, потому что они строили вот таким неправильным способом. Приложение работает по критериальным точкам, которые я и создала много лет назад. Это точки
по которым строятся брови, проверяется их симметрия. Вообще, я первая оцифровала брови из какой-то невнятной формы на лице в геометрическую фигуру, благодаря чему теперь можно делать замеры более профессионально. Если вы хотите ознакомиться с этой системой, она называется Eyebrow Control, вы можете по ссылке, она где-то здесь появится. Это очень интересное и полезное видео, и оно вам наверняка откроет глаза на многие вещи в построении бровей. Еще один супер важный лайфхак – это делать фотографии вашего клиента абсолютно анфас, до и после процедур в одинаковом освещении. И затем в 3/4 с каждой стороны до и после процедуры, естественно. И еще миллион фотографий художественных, как вы хотите, чтобы они были сделаны, все равно. Но вот эти фотографии, они должны фиксировать все изменения, сделанные вами с вашим клиентом, и вы сможете их анализировать, вы увидите свои ошибки опосля, вы сможете исправить их, возможно, потом, когда он к вам придет. Там такое неограниченное количество действий, которые вы можете с этими фотографиями делать. Ну, например, клиент приходит к вам и говорит: я недовольна, фигня какая-то, мне вообще не нравится, на твоих фотках этого ничего не видно, у меня было лучше, чем стало, вообще, или нету пигмента, или еще что-нибудь. Вы поднимаете этот архив. То же самое делайте обязательно с лазерным удалением, если вы это делаете, потому что клиенты очень часто просто за месяц-полтора привыкают к тому, что с ними стало, и им кажется, что они такие и были. И когда они видят эти свои вот такие какие-нибудь кривые косые брови, и то, что вы сделали, ту работу, которую вы провели, или когда они видят, что вы лазером реально осветлили, а она за это время уже просто привыкла и говорит: нету реакции, за что я плачу. То есть у вас всегда будет доказательство, на которое вы можете опираться. Храните эти фотографии десятками лет. Это очень круто когда-нибудь поднять свои старые фотографии или увидеть этого самого клиента спустя там несколько лет, все изменения, которые вы с ним провели. Короче, вообще не очевидно, никто этому не учит, а у нас это было железным правилом в сети студий, где работало такое количество мастеров, за которыми нужно было присматривать. Например, случай из практики. У нас была клиентка, которая пришла со скандалом. Просто она там вопела и кричала, что мы ей там испортили, верните мне деньги, вообще я на вас там в суд подам, и вот это вот все. И мы сразу таки подняли базу всю, потому что у нас хранились все фотографии всех ее процедур, которые она у нас делала, все информированные согласия и договоры, все это обязательно нужно хранить. Оказалось, что она делала, например, я сейчас точно не скажу, но, например, она сделала первичку, коррекцию, потом пропала на какое-то долгое время, где-то сделала процедуру, и потом пришла вот с этой кривой косой процедурой, и мастер там то ли ей отказал, и поэтому она начала злиться, то есть потому что некачественные процедуры мы всегда удаляли, и она начала на нас вот это кричать, что вы же мне это сделали, сейчас заставляйте меня там это удалять, а у нас есть доказательства, что у нас она сделала вот это, а как бы вот то, что сейчас у нее, она сделала где-то в другом месте, и как бы к нам претензий она иметь не может. И вот примерно таких всяких разных случаев у нас было немало, потому что, ну, понимаете, тысячи процедур ежемесячно. Еще один лайфхак на этапе, может быть, вашего становления как мастера, это если вы понимаете, что вы нестабильны в коже, что у вас там неправильный какой-то прокрас, то ли вы глубоко работаете, то ли поверхностно, то ли какие-то то пятна, то пустоты. И если даже на бумаге штрих получается, с машинкой всегда немножко по-другому. Поэтому наденьте перчатку на руку. Вот в этой вот зоне очень удобно это делать, где она хорошо натягивается, и вы будете чувствовать прикосновение очень хорошо. И попробуйте на себе поштриховать, начиная из воздуха, постепенно опускаясь и контролируя это все глазами и еще и чувствуя, да, это очень важно, потому что клиент может лежать как мертвый и не давать вам обратную связь, и вы не понимаете, вы в коже, вы глубоко или вы слишком поверхностно, а здесь вы на себе почувствуете вот это сочетание прикосновения, когда вы уже чувствуете, что вы в коже, и вибрацию, которую получает рука, и потом вы примерно с такой вибрацией будете работать на клиентах и понимать, что вот вы прикоснулись. Также вы очень хорошо можете откатать на своей руке правильное прикосновение, потому что многие мастера вот такое вкапывающее делают движение, и у них остается как крючок заглубления, и это будет больно вашей руке. То есть вы должны научиться руку гладить просто. Вот прикосновение ваше, как будто вы погладили в одну сторону, в другую сторону. И вы должны прокрасить перчатку, но не прокрасить кожу руки. И это значит, что вы сможете в этот вот с таким нажимом, вот с таким правильным прикосновением работать на самой сложной коже. Это возрастная, как пергамент кожа, тоненькая, на которой любое лишнее движение становится ошибкой. Если перед вами толстая кожа, то 2 перчатки. То же самое, 2 перчатки прокрасил, кожу не прокрасил, значит, ты понял, как работать на толстой коже. Потому что есть, конечно, там некоторые нюансы, но зато вы точно поймете ошибку в прикосновении, когда закопаетесь в свою любимую ручку.
Еще один вообще тоже неочевидный лайфхак – это попросить клиента написать ему сообщение за день до процедуры, чтобы он с вечера проскрабил зону, на которой вы будете работать. Он снимет таким образом ороговевшие, омертвевшие клетки кожи, которые у всех у нас есть. Не все очень тщательно за лицом ухаживают, делают всякие пилинги и вот это вот все, что позволяет коже избавиться от вот этого мертвого слоя клеток, которые придают коже тусклый вид и какую-то вот эту воспаленность, засаленность и вот это вот все. Но это же мертвая кожа будет мешать вам работать, потому что часть усилий вы потратите на то, чтобы ее прокрашивать. По ней скользят руки, я вам сейчас открою Америку. Неудобно фиксировать все, потому что она реально какая-то вот вы наверняка сталкивались. Поэтому попросите вашего клиента проскрабить зону, на которой вы будете работать. Вы офигеете, какой другой будет результат и как лучше будет ложиться пигмент на вот этом вашем клиенте. Еще одна большая полезность для вас, и мы это сделали, потому что, знаете, я как владелица, я могла присутствовать на всех процедурах во всех городах сразу, одновременно, и не могла разрешать конфликты. И были конфликты, естественно, между мастером и клиентом. И всегда было непонятно, кто был прав, а кто не прав. И как бы априори мы становились на сторону клиента, да, потому что клиент всегда прав и все такое. Но были и вопиющие случаи какие-то, вот маразматичные. И в какой-то момент мы ввели такое правило. У нас все мастера работали с диктофонами. Вы наверняка сталкивались с этим, когда куда-то звоните, там говорят, запись записывается, и вас это не парит. То же самое у нас было на процедуре. Во-первых, это делалось для клиента, потому что очень часто мастер на 3-5 процедуре, он просто забывает, о чем он говорил, и, возможно, он не донесет информацию об уходе или вообще забудет ее рассказать, потому что у него уже там в голове каша. А во-вторых, это очень важно, что при решении каких-то конфликтных ситуаций, когда клиент, например, говорит, вот я на 3-й день проскрабила брови, все они сошли с корками, это ваша вина, вы меня не предупредили. Мы поднимаем эту аудиозапись, и оказывается, что мастер тщательно предупредил, проговорил все и спросил клиента, насколько хорошо он понял, что ухаживать нужно вот таким образом, вот это делать нельзя, а вот это наоборот нужно. И тогда клиенту тут уже крыть нечем. Какие варианты есть сейчас? Вот такой девайс. Но я не знаю, можно ли им пользоваться в России, например, или в каких-то странах постсоветского пространства, но вот в США это крутая штука, созданная для докторов. Она висит у вас либо на шее, вообще не привлекает особо внимания, как какой-то вот спортивный кулончик, либо она в виде часов может находиться на руках, то есть слышно и вас, и вашего клиента. Эта штука пишет. И не только пишет, она еще и с помощью искусственного интеллекта, она, например, может, вы скажете, это нужно внести в CRM-систему, и там какие-то особенности работы с вашим клиентом, или какие-то особенности поведения его кожи. И в конце вечера, когда вы скидываете все это в свой компьютер, вам выдается такой, знаете, скрипт, конспект того, что вы за день делали. Например, что было в нашей CRM-системе о клиентах, каким пигментом работали, какие были противопоказания, или были ли они вообще, какая кожа, как ложилась, какие были выбраны краски, какие были выбраны иглы, какая была выбрана техника. Плюс там еще, конечно, фотографии, здесь этого нету, но вся вот эта информация типовая, чем вы работали, что получилось, чего вы ожидали и так далее, вся она сохранится и вечером будет у вас внесена в CRM-систему при помощи Ctrl-C, Ctrl-V, и вы не будете вот это страдать, набирать, потому что, например, это занимало немало времени в то время, когда работала я. Поэтому у большинства мастеров нет CRM-систем, и наверняка вы бесились тоже, когда вы с доктором сидите, а он вместо того, чтобы с вами работать и что-то, он пишет, он должен все это записать, иначе он как бы не может продолжить работу. Хороший мастер перманентного макияжа, он как доктор должен быть, он записывает все особенности процедуры, потому что не то, что вечером он не вспомнит, 100% не вспомнит или искаженно вспомнит, а спустя год-полтора, когда человек придет на обновление, он не вспомнит, чем работал, особенности. Это будет как будто новый клиент. А когда вы будете подготовлены, прочитав историю общения и вообще поведения краски и вообще вот того всего, что вы делали с своим клиентом, это будет супер полезно для вас, и для статистики, и для улучшения, и для изменения всего в вашей работе. Еще один лайфхак – это не покупайте подставки для капс. Нафиг они вам не нужны. Они нужны, возможно, татуировщикам, и то
нормальные татуировщики уже перестали этой фигней страдать. Подставку для капсы нужно стерилизовать, ее нужно заматывать. Она часто, мешается, ее нужно вот так брать, переставлять. В итоге капсу, когда ты в нее вставляешь, ты делаешь дырку, и как будто бы стерильность нарушается. Ну, короче, это все вот неудобно. Уже много лет я так не работаю. Я просто беру ватный диск, на него выдавливаю вазелин, обычный косметический вазелин за, там, не знаю, 20 рублей из аптеки. Им же я, кстати, стираю остатки пигмента. Лучше любого мыла это работает. И спор, даже любая органика одним движением вытирается. Просто это моя one love. Никакого зеленого мыла мне не надо, вот только вот это. И вот у меня что лежит на изголовье? Машинка. Теперь она беспроводная, я счастлива, у меня нету проводов, я ее не смахну. Ватный диск, на котором стоит у меня 2 капсы. Ну, смотря сколько цветов я использую. Если 2 цвета, то 3 капсы. В одной из них анестезия, в 2 из них краска. Все, и лежит ватная палочка или какой-нибудь микробраш, чем вы привыкли работать. И вот эта штука, ее не смахнуть, она вот такая легенькая. Ее даже вы смахнете, новую тут же сделаете, не проблема. Ее не надо стерилизовать, ее не надо обрабатывать после каждого клиента. И после процедуры ты просто вот так все собрал вместе с простынкой, скомкал и выбросил. Только иглы надо утилизировать иначе, но вы все это знаете. Это сильно упрощает жизнь. Последний лайфхак на сегодня – это фиксирующая пудра. Когда вы нарисовали тот самый идеальный эскиз, вы можете сделать его как бы почти нестираемым. Конечно, если мокрые руки в вазелине или в мыле поставить, все сотрется. Но вы можете нанести фиксирующую пудру, она вроде белая, она рассыпчатая обычно. Очень много фирм, которые выпускают ее. Создана для того, чтобы, например, вы нарисовали красивые, идеальные губы красные, которые могут смахнуться, смазнуться любым прикосновением или движением, или бокал вы попили, там вот это все некрасиво. А фиксирующая пудра, она не дает этому случаться. Вы сможете вот так проводить, вот так вот делать, и все останется на месте. И этой фиксирующей пудрой вы можете свой эскиз на бровях припудрить, или на закрытом глазе на стрелках, например, если вы их прорисовали, или на губах свой эскиз припудрить и ставить спокойно пальцы сверху, натягивать кожу. Ну, главное, чтобы они были сухими. Я рассказала сегодня, что вспомнила, но, может быть, у вас есть какие-то лайфхаки? Поделитесь в комментариях, расскажите, помогите друг другу, потому что у всех когда-то появляются какие-то мелкие фишечки, которые помогают им в работе. И давайте будем открытыми и помогать друг другу, потому что у нас же тут опыт тысяч людей, которые занимаются одним и тем же в разных уголках мира. Поэтому не скрывайте, не стесняйтесь. Пишите лайфхаки под этим видео, комментарии, если я что-то недорассказала, может быть. И подписывайтесь на этот канал. С вами была Елена Нечаева. Всем пока!